Вопрос. Как у тебя с родственниками? У меня все понимают. При том, что папа у меня лежачий, и у него нет доступа сейчас ни к чему, кроме телевизора, я все-таки в очередной раз думаю о том, что, хорошее образование и навык критического мышления позволяет человеку, имея даже один источник информации, делать внятные выводы. Другое дело, что много бытовых сложностей. Потому что моя мама сейчас работает учителем в школе, и ей, конечно, тяжковато, потому что у нее такая. Ну, их не заставляют Z рисовать и все такое, но, в общем, довольно тяжело, потому что общая среда, в которой она вынуждена работать, она такая, другого порядка, скажем так. Конечно, беда с тем, что если раньше, довольно много лет уже я содержала всю свою семью, сейчас я не могу этого делать. И это проблема. Я очень надеюсь, что это временно, что я смогу устроиться нормально в Израиле и зарабатывать деньги и продолжать делать то, что я делала, но прямо сейчас это такая не очень хорошая история. Ну, во-первых, сняли все спектакли, а это были хоть какие-то деньги. И у меня, естественно, отвалились сразу же только-только начавшиеся появляться после пандемии европейские проекты. Вот у меня должно было быть два проекта, оба отвалились сразу же. Мы живем и боимся того, что может быть, потому что мы договорились сразу, что мы не делаем никаких высказываний от лица Академии. Каждый из нас волен высказывать свою позицию, как считает нужным и где считает нужным, но как учебное заведение мы не можем этого делать. И мы получили массу хейта от ряда студентов за то, что мы не высказываемся как организация. Ну и я аргументировала это тем, что ну вот вы зайдите на мою страницу, ну вот вам руководители, мы все высказываем, что считаем нужным. Оставьте, пожалуйста, в покое организацию. Пожалейте нас. Но нет. Для большинства людей это оказалось каким-то очень критичным моментом. А потом начался падеж студентов. Не знаю, треть студентов у нас уже уехала, и я понимаю, что дальше будет только хуже, потому что видишь, еще проблема в том, что я прихожу к студентам, я знаю, как их научить, но я не знаю, зачем. У меня просто нет аргументации никакой. Я понимаю, что, ну, наверное, сейчас будет много русского кино. Плохого, но много. Наверное, это много независимо от театра, потому что тот, кто зависим от театра, больше не сможет делать то, что хотелось бы. Но это очень чувствуется, когда разочарованный в профессии человек учит. Нам пришлось сокращать сотрудников, чего мы не делали даже во время пандемии. Потому что всю пандемию мы кормили всех, а сейчас просто уже нет на это ресурсов. То, что можно было, уже было потрачено. С другой стороны, я понимаю, как бы странно это ни звучало, реально вот приходишь на эти занятия, общаешься с людьми, делаешь свое дело, и как будто бы хотя бы на какое-то время становится проще. Да, это ничего не меняет. Да, это не постфактум, ни в будущем ничего не изменит, но это меняет просто твое психологическое состояние прямо здесь и сейчас. Это те моменты, когда ты просто погружаешься, не знаю, в прошлую жизнь, что ли. У меня обе бабушки блокадницы, и с одной мы меньше общались, она рано ушла, со второй больше. И я помню, как она мне рассказывала, что там в первый год папа водил ее в филармонию. В филармонии работала, и он водил ее туда. Она говорит, мне не нравилось, но было очевидно, что для папы это нужно. Ну вот. Отдушина, да? Прекрасное слово отдушина. Еще я понимаю, что я испытываю просто какой-то бесконечный гнев. А это очень сложно признать. Он такой абсолютно экзистенциальный. Просто бешеный гнев на тех, кто принял какие-то решения, которые меня сейчас заставляют в очередной раз менять всю свою жизнь. Может быть, конечно, и неплохо как бы трезвыми глазами взглянуть на то, что ты делаешь. Но это я опускаю за скобки все то ужасное, что на самом деле происходит, потому что, конечно, это просто невыносимо. Меня очень радует, что все мои друзья в Украине продолжают со мной общаться. Никто, ну вот именно из каких-то достаточно близких людей, никто как-то не отвалился. Ну, один человек вообще полностью прекратил общение, он вообще прекратил общение со всеми, кто из России или имел какое-то отношение когда-то к России, вне зависимости от позиции.
У него очень жесткая позиция относительно того, что россияне все виноваты, что россияне всегда хотели войны. Понятно, что там, знаешь, как говорит там Костюченко, надо было раньше думать, там всем активнее ходить на демонстрации, митинги, все такое. Но, блин, а сейчас-то что? Вот сейчас что? Что можно вот сейчас прямо сделать? Вот потому что даже для того, чтобы волонтерить, нужен какой-то запас энергии, запас прочности. Вопрос. Есть ли что-то еще, чем ты себя поддерживаешь? Знаешь, может быть, это странно прозвучит. Я никогда не была каким-то поглощателем контента, но сейчас я понимаю, что меня на самом деле очень поддерживают многие интервью, которые я слушаю. Ну, Гордеевой, реже там Дудя или Варламова. Потому что иногда в коммуникации с людьми, которые очевидно на твоей стороне, но лучше вербализуют и как-то внятнее артикулируют какие-то вещи, помогают взглянуть на какие-то аспекты иначе. Не просто эмоционально, а как бы смыслово. Это очень важный какой-то момент. Меня совершенно потрясло вот это интервью с Юдиным, которого я не знала до этого. То, насколько внятно он артикулирует какие-то вещи. Для меня стало очень поддерживающей историей это все. Потому что когда ты оказался в новой реальности, очень сложно найти точки опоры. И опоры не просто эмоциональные, да, потому что, ну хорошо, я умею медитировать, я знаю, как дышать, я знаю, как себя, условно говоря, успокоить, свою нервную систему там или еще что-то. Но ведь история, которая сейчас происходит, она не только про то, чтобы успокоиться, она про то, чтобы ценностно определить и переустроить свой мир. Она про то, чтобы выстроить новые смыслы, новые цели, новые способы движения. И понятно там, что ни ты, ни я, мы вряд ли удовлетворимся тем, чтобы выстроить свои жизни вокруг, не знаю, бытового комфортного существования. Понятно, что сейчас это уже как бы цель, и это уже хорошо, если это может произойти. Но вряд ли кто-то из нас удовлетворится этим в долгосрочной перспективе. И совсем не имея никаких точек опоры, никаких ориентиров, двигаться очень сложно. В этом смысле коммуникация, пусть даже такая пассивная, как с людьми, которые думали про это больше и раньше, до того, как ты сам к этому пришел, это очень-очень поддерживает. Я вернулась в психотерапию, хотя, ну, как бы я прекратила ее для себя в августе. У меня было почти 5 лет психотерапии, и я решила, что, ну, я справлюсь со своей жизнью, могу попробовать пожить без нее. Вот я пережила самые тяжелые эти 2 месяца, потом решила, что все-таки нужно вернуться. Ну и, блин, тоже с 24 числа я опять начала курить, хотя так гордилась тем, что я бросила. Но мне очень нравится, как говорит мой психолог. Он говорит, что сейчас самое важное — выжить. Как бы странно это ни звучало. И что если тебе для этого нужно в каких-то моментах дать себе, условно говоря, послабление, это нормально. Это нормально. С такими вопросами можно разбираться потом. Нельзя требовать от себя всего и сразу. Ну, то есть, пока это не проблема, это может стать проблемой чуть позже. Пока это абсолютно не важно. Ну, так же, как я там, не знаю, ловлю себя на каких-то моментах дикой лени, и я понимаю, что, ну, это нормально. Можно какой-то период жизни быть не суперэффективным, а просто как бы пересобираться. Вопрос. Есть ли у тебя какой-то образ будущего или мечта? Ты знаешь, сейчас я живу на таком базовом как бы уровне выживания, что вот эти светлые мечты, которые время от времени появляются, о том, что, знаешь, у меня есть там домик около моря, я освоила новую профессию, я пошла на профессию JavaScript developer, в общем, сижу, учусь. Это, кстати, тоже очень поддерживает, потому что ты понимаешь, что, ну, у тебя есть какой-то, не знаю, есть хоть что-то, что ты за эти годы получил. Ну, например, не совсем плохо работающие мозги. Ну, то есть вот мне исполнилось 40 лет. То, что вот тебе 40 лет, и ты девочка, а для IT-сферы это все еще, блядь, имеет значение, и тебе пишут, блин, нормально сделанная работа, и тебе хочется сказать, ну так ёпта, все-таки я не совсем идиотка. Это как бы такое приятное ощущение,
И я понимаю, что сейчас мои мечты, ну, знаешь, это мечты иммигранта. Это мечты человека, находящегося в... Ну, то есть вот когда ты жрешь баланду тюремную, ты мечтаешь о большом и вкусном стейке. И вот я понимаю, что я мечтаю сейчас о домике на берегу моря, там, что все мои близкие рядом со мной, и я зарабатываю достаточно для того, чтобы вся моя семья спокойно жила. И я зарабатываю не чем-то эфемерным, непонятно кому нужным, а зарабатываю чем-то, что по-настоящему просто нужно этому миру от меня. И что я там со своими какими-то там мозгами могу этому миру дать. Ну, я мечтаю об этом, я говорю об этом, и мне самой очень грустно, что все мои мечты как бы схлопнулись вот до этого. Я очень надеюсь, что это какой-то, ну, что это какая-то временная мечта, и что появится что-то большее. Но как будто бы большего невозможно сейчас найти. Я буду, наверное, счастлива, если в какой-то момент жизни я смогу прийти к этой точке, а потом дальше уже оттуда, может быть, делать что-то еще. Но пока это реально вот так, что мы живем в безопасности, что я смогла вывести всех, кого я хочу вывести, и что у меня хватает сил и возможностей для того, чтобы у всех все было хорошо. Такая маленькая мещанская мечта — просто жить в покое и мире. И очень частная. Потому что я понимаю, что я даже боюсь просто мечтать о том, что закончится война, еще что-то. Потому что когда я начинаю думать об этом, конечно, меня начинает уводить, знаешь, в мечты о том, что война закончилась, мы все вместе едем в Киев и восстанавливаем Киев своими руками и так далее. В 2020 году, прямо перед пандемией, я была в Киеве, общалась с депутатами Государственной Рады, и мне предлагали там с одним театром взаимодействовать, взять его в художественное руководство. Но просто не случилось из-за пандемии. Не было бы пандемии, я была бы там сейчас. Вот тоже, знаешь, каждый раз, когда я слышу весь этот бред про нацистов там и все такое, блин, мне, русской еврейке, предлагали там работать без каких-либо вообще вопросов. Просто случайно познакомились на улице с двумя прекрасными женщинами, которые оказались депутатами Государственной Рады. Все вместе пошли на пикник с их семьями и детьми. Прекрасные женщины в районе там 50, которые рассказывали о том, какой красивый Киев и как можно сделать его архитектуру еще лучше. Ты можешь себе представить ситуацию, что мы с тобой на улице знакомимся с депутатами и в тот же день идем с ними на пикник в России? Понимаешь, да? Блять, о чем мы вообще говорим? Мы сейчас живем в странном месте, в подвале у Павелецкого вокзала. Но это вот то, где сейчас удалось как бы жить. И тут, конечно, как всегда у вокзалов очень страшный район. Вчера у нас во дворе кто-то орал, типа, убивают, помогите, помогите. Ну, реально орал. Мы вышли с Т. Понятно, что там это происходит за забором, где бесконечная стройка уже много веков, и увидели там полицейскую машину. И Т побежал к ним, говорит, что ребят там кричат, как вы понимаете, да, что происходит. А я поняла, что у меня даже интенции такой не возникло. У меня возникло как бы желание просто спрятаться совсем. Очень многие вещи для нас стали нормой. Еще, знаешь, такая вот удивительная история. Я вот понимаю, что вот мы все-таки каким-то странным образом живем в бесконечно циничном обществе. Россия бесконечно цинична. У нас как будто бы правда нету никаких идеалов. Ну вот так вот, чтобы вот в массе, в целом. Их нету. И это так страшно. Думаю, какими странными мне казались американцы, которые действительно с пиететом относятся к собственному флагу. Как мы относимся к людям, которые, ну не знаю, вешают у себя русский флаг в окне? Ну, понятно, что не сейчас, но даже там, до 24 февраля.